Я говорю, что случилось? Он говорит, у меня силы кончились вот прямо тут. И я говорю, а можно тебя обнять? Если ты отрицаешь очевидное, ты никогда не поднимешься с колен. Мать, посмотри на себя в зеркало, какая любовь. Ты проиграла войну, ты уехала из Москвы, тебе не пишется. Ну, деточка, и какой мудормот вам поставил этот диагноз? Когда ты признаешь, что ты проиграл войну, у тебя есть точка, от которой можно оттолкнуться, принять реальность и двигаться вперед. Я не очень оптимистично настроена, но я верю в чудо. Всякое может случиться. Бронировать отели по всему миру, в том числе и в Ереване, легко в приложении One2Trip. Их удобно оплачивать российскими картами и получать кэшбэк до 15%. А в Сиване вообще купаются? Это озеро чистое, но оно очень холодное. Поэтому если купаются, то в июле и в августе. Оно соленое или сладкое? Нет, это пресноводное озеро. Оно как Байкал. Так выглядит, как будто море. Армяне шутят, в море есть, воды в море нет. А море у нас есть. Это полуостров Ахтамар. В свое время это был остров, и удивительная легенда о девочке Тамар, которая каждую ночь ждала своего возлюбленного с факелом на острове, который приплывал к ней с берега. Однажды ее братья погасили этот факел, и ее любимый погиб. Последний его крик был «Ахтамар», то есть «я не могу тебя найти». И полуостров называется Ахтамар. Наверное, это вот такой вот центр несчастной любви Армении, потому что они так и не поженились. Но это одна из самых красивых легенд. Рене, мы в Армении, чему я страшно рада. Но фон, на котором мы разговариваем, не самый радостный, наверное. Как вы себя чувствуете? Как чувствует себя сейчас Армения? Страна, в общем, проигравшая войну. Это очень важно отметить, что Армения проиграла войну. Потому что, когда в 2020 году мы ее проиграли, народ не был готов об этом говорить. То есть вы считаете, что проиграли в 2020 году? Не да, сейчас? Войну в 2020 году мы проиграли тогда. И то, что мы получили, исход арцахских армян, это все следствие вот этой войны. Мы были в таком состоянии, что мы не смогли защитить своих людей, которые находились в Арцахе, а те гарантии, которые дали миротворцы, они, к сожалению, соблюдены не были. После 2020 года большое количество людей вернулось в Арцах. Они возвращались под честное слово Путина. Им обещали, что никто их не тронет. И где-то 30 тысяч людей осталось в Армении, а 120 тысяч вернулось в Арцах. Но, к сожалению, потом случилась война с Украиной, которая еще сильнее ослабила позиции России. Я считаю, что это было катастрофическое решение. Мы получили очень слабую, может, не очень слабую, но слабую Россию, которая не смогла сдержать тех слов, которые она давала, которой приходилось постоянно идти на уступки перед Эрдоганом, в первую очередь. И, в общем, мы в итоге потеряли Арцах. Я говорю «пока», потому что это все-таки была этническая чистка. Мало кому прощаются этнические чистки. У нас перед глазами проблема Косово, потому что косовары тоже покидали Косово надолго, а потом они туда вернулись. И мне кажется, что это еще не точка. Очень важно, чтобы народ признал, что он проиграл войну. Когда ты признаешь, что ты проиграл войну, у тебя есть точка, от которой можно оттолкнуться, принять реальность и двигаться вперед. Если ты отрицаешь очевидное,
ты никогда не поднимешься с колен. Я очень надеюсь, что эту вот минимальную точку мы уже прошли, потому что общество было в чудовищном состоянии. Вот тогда была обида. В 2020 году? В 2020. На Россию, на союзника, потому что мы получили войну не только с Азербайджаном. Мы по факту воевали и с Турцией, по факту мы воевали и с Пакистаном. Ну, для них вы Западный Азербайджан. Да, мало ли, для них мы вообще, для Алиева мы вообще кочевники, которые приехали сюда. Притом, я не знаю, где логика, потому что вся эта территория называется Армянское Нагорье. Но в любом случае, мне кажется, это уже проблемы Алиева. Он ответит и за парад, который он устроил в пустом Степанакерте, и за то, как он ходил по арцахскому флагу. Победители себя так не ведут. Победитель никогда не позволит себе устроить парад в пустом городе, ходить по флагу. Если говорить об Арцахе, то международное сообщество де юре все-таки признавало эту землю как азербайджанскую. Всегда. Сейчас де юре азербайджанская земля кончилась, и осталась армянская земля. Есть ли какой-то риск того, что ее можно лишиться? Мы получили войну в прошлом году в сентябре и потеряли какие-то территории. Мы потеряли очень важные стратегические высоты. То есть в прошлом году мы уже потеряли часть территории, международно признанной территории Армении. И на самом деле, если проследить за заявлениями международных организаций, которые занимаются именно вопросами геноцида, риск очень большой. Там уже планку ее подняли до красной линии. Сейчас, наконец, наши проснулись, действительно почувствовали, что они лично отвечают за страну, и они делают очень многое, чтобы этот риск снизить. Но мы действительно висим на волоске. Главное, что мы это осознаем, мы это не отрицаем. И это очень важно, мне кажется, это придает сил. Вообще, есть очень такие эмоции, которые очень легко даются. Там ненависть, презрение, злость. Ничего не нужно для того, чтобы эти чувства испытывать. Да? Намного сложнее быть милосердным, прощать, любить. И мне кажется, мы вот весь этот спектр эмоций после поражения прошли. И обиду, и ненависть, и злость на себя, на всех, на окружающих. А потом потихонечку вот именно тот сермяжный, совершенно простой народ, от которого, в общем, никогда никто ничего не ждет, но когда случается какая-нибудь критическая ситуация, все обвиняют его, именно он как-то поднялся, сгруппировался и как-то потянул за собой совершенно растерянные элиты. И сейчас я вот ощущаю вот эту волну, которая поднимается, да, снизу. Общество себя осознает, оно уже выстраивает границы, оно уже понимает, что такое самодостаточность, оно уже борется за государство, а не за страну, не за родину. Родину очень легко любить. Сложнее государство, потому что родину ты любишь и все, а перед государством у тебя ответственность. И вот мне кажется, вот это зарождается. Я очень в это верю, что мы приходим к чему-то новому, что мы все-таки выстоим. Борис Нуралиев увлекся программированием в школьные годы. Интерес появился после того, как его отец-физик, который писал расчетные программы, привел 12-летнего пацана в вычислительный центр. Ну и понятно, что эти огромные машины, больше похожие на космические корабли из фантастических фильмов, не могли не произвести впечатления. После окончания института Нуралиев стал создавать системы автоматизированного проектирования для отечественных заводов. Ну а потом вместе со своей командой создал программное обеспечение, которое позволило подключать персональный компьютер к телетайпным линиям. Так началась история компании 1С. Сначала софт был для бухгалтерских задач, но постепенно экосистема расширилась, и сейчас компания предлагает больше 1300 программ под разные сферы и потребности бизнеса. Работают они на встроенном языке 1С, который был специально создан для разработки прикладных решений на платформе.
Он отличается от Java и Python, потому что в нем, например, предусмотрены классы объектов, регистры, справочники, отчеты и документы. Спрос на специалистов, которые знают язык программирования 1С, огромный. Сейчас на рынке представлено свыше 11 тысяч вакансий. И это неудивительно. Более 1,5 миллиона предприятий в России пользуются продуктами 1С. Познакомиться с синтаксисом и семантикой языка, его ключевыми инструментами, а также попробовать себя в новой профессии и создать первое приложение для учета финансов можно на бесплатном курсе нетологии 1С «Первые шаги в профессии». Образовательная платформа помогает найти дело по душе, а также освоить необходимые навыки, нужные для того, чтобы реализовать себя и в карьере, и в жизни. Над курсами нетологии работает большая команда – авторы, методисты, преподаватели, продюсеры, редакторы и маркетологи. И все это для того, чтобы программа получилась качественная и соответствовала трендам на рынке. Во время обучения в нетологии помогут составить резюме и оценят его по 40 критериям. Еще помогут подобрать подходящую стажировку, а специальный карьерный трекер поддержит вас на всех этапах поиска работы. А лучшие студенты попадают на стажировку к партнерам образовательной платформы. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на бесплатный курс 1С «Первые шаги в профессии». Не забывайте использовать промокод Гордеева. По нему будет скидка 45% на все платные курсы в нетологии. А каково это быть страной, проигравшей войну? Ну, это больно, это тяжело, но тяжелее видеть то, как переживают наши родители. Потому что поколение моих родителей сделало все, чтобы Армения в Первой войне выиграла. Они работали тяжело, преданно, они лишили себя очень многого, всего того, что они могли себе позволить, что они заслужили для того, чтобы Армения состоялась как республика. Но в итоге получилось, что она не состоялась, мы проиграли войну. И у меня друзья, у которых родители не дожили до этого поражения, они говорили об этом, как хорошо, что мои родители этого не увидели. Мои родители дожили. Я видела, как они резко сникли и постарели. И, наверное, вот это чувство вины со мной будет навсегда перед ними. А сыну своему вы как это объяснили все? Так как сын историк, у него несколько другой взгляд на все, что происходит, и он, как ни странно, настроен более оптимистичный. Он, наоборот, меня утешает. Он говорит, что ты никогда не можешь знать, может, это становление новой республики, может, вы наконец поймете, что такое государство, ответственность каждого человека перед государством, что это ежедневный труд каждого человека, а не правительства. У тебя нет возможности сделать зум, подняться над историческими событиями и понять, что будет дальше. И поэтому он наоборот, не объясняет, не я ему. Мне стыдно перед ним, а ему нет, он говорит, не переживай, все нормально. Это исторический процесс, со всеми так. Капитуляция в этой войне может быть объяснена формулой, что, может быть, впервые за долгое время люди оказались важнее земли. То есть это, в конце концов, же был вопрос земли. Да, не время амбиций, время собирать камни, время собирать силами и понимать, что делать дальше. Поэтому, когда наши люди уже стали выезжать, там за 4 дня выехало 100 с лишним тысяч человек, это была еще одна гуманитарная катастрофа. Были семьи, которые бежали просто без ничего. Их просто предупреждали, говорили, что азербайджанцы зашли в село, и они просто все бросали и уезжали. И очень похолодало в это время, что и очень не характерно для Армении. В платьях, в каких-то кофтах, это был библейский исход. Я не знаю, насколько возможно справиться с нынешней ситуацией. Она катастрофическая для всех. Но я надеюсь, что мы все-таки выстоим. Но проблема Арцаха в том виде, в котором она есть сейчас, она же была заложена в 1918 году, когда чертили под линейку границы. Да. Получается, что это проблема развала огромной империи. Да. Во времена Советского Союза
проблема это чувствовалась? Я буду говорить об армянах и азербайджанцах, Да. потому что я жила в этом регионе. Естественное напряжение было всегда. Было, да? То Да, есть вы понимали, потому там, назад, вот этот армянин, этот азербайджанец, этот живет в нашем доме, а наши живут в этом доме. Это особенно наблюдалось в Нахичеване, потому что Нахичевань с Нагорным Карабахом отдали Азербайджану. В Нахичеване было огромное количество армян, которые вынуждены были уехать из-за политики Азербайджана. А в Карабахе с этим было проще, потому что Карабах – это та территория Армении, которая никогда не была завоевана никем. Он никогда не сдавался. Он всегда умел договориться. Даже в той ситуации, когда казалось, что враг может тебя взять, карабахские князья всегда умели договориться. Они платили дань, но они никого не пускали к себе. Поэтому Карабах, он был таким, вы знаете, действительно символом в этом плане Армении, какой-то непокорности, какой-то постоянной победы, какой-то уверенности в том, что мы продержимся. И вот когда мы потеряли Арцах, вот это было ментальное поражение, не только физическое. У нас разрушилась вот та основа, на которой держалось, казалось бы, наше государство. Да? Мы уже понимали, что это зыбкая очень основа. Мы, в общем, мы сами виноваты в том, что случилось. Мы сами не удержали Арцах. Большая вина здесь и руководство Армении, которое 30 лет, в общем, управляло страной. Но это было все время разное руководство? Это было все время разное руководство, но оно не думало о государстве, оно думало о собственной выгоде. Мы не исключены, все постсоветские республики столкнулись с этим. Может, только страны Балтии, у них немножко другой путь. Все остальные, естественно, с коррупцией, с олигополией, с непотизмом. Все то, что разрушает основу наших государств, мы получили по полной программе и пальцем не пошевелили, чтобы как-нибудь справиться с этим раньше. Рассчитывала ли Армения на помощь России? Очень. Вы в некоторых интервью признавали, что для того, чтобы вам состояться как писателю, вам надо было уехать в Россию. Я пишу на русском. И это означает, что я русский писатель. Но я пишу об Армении. И в какую нишу себя воткнуть, я сама не очень понимаю. Я, наверное, русский писатель, который пишет на армянском об Армении. Часто говорят, что мой русский, он немножко неправильный, он звучит по-армянски. Я считаю, что это большой комплимент, что я как-то застряла между двумя языками и как-то умею перебегать туда-сюда, из одного в другой. Мне комфортно это состояние. Привнесло ли какие-то изменения и какие-то сложности в ваше восприятие себя и своих книжек то, как повела себя Россия в 2023 году вот в этом финале войны азербайджано-армянской? У меня нет обиды, потому что в политических каких-то категориях апеллировать такими словами, наверное, глупо, да? У России изменились приоритеты. И, в общем, так получилось, что мы этого просто не хотели видеть. Это же не сегодня произошло. Этот курс менялся раньше, и даже, наверное, до 2014 года. Но руководители Армении этого упорно не видели, не хотели видеть, или у них не было смелости этого видеть и подготовить страну к тому, что у союзника меняются приоритеты. Это никак не изменило мое отношение к России, к Москве. То есть у меня нет такого, что я резко прекратила любить Москву, моих русских друзей или Россию. Это изменило, наверное, отношение вообще к жизни. Стало меньше полутонов. К этой новой реальности тоже нужно привыкать. А у вас было чувство личного предательства? Вот люди, с которыми вы дружили, пили чай, кофе, которые знали, что вы армянка, в решающий момент не высказали поддержки Армении, не высказали поддержки вам и взяли официальную сторону Кремля? Моя страна 30 лет находится в перманентной войне, и я никогда не ждала, чтобы кто-то что-то написал, чтобы кто-то пришел мне и сказал, что Нарине Мазабац. А в 2020 году вот лично для армян
армян предательство, оно звучало несколько по-разному. Кто-то обижался на Кремль, но мои друзья, скажем так, либеральное крыло армянства очень сильно обиделось на те же либеральные телекомпании или средства информации, потому что я же в 2020 году, когда началась война, я была в Москве, и Москва моментально, знаете, превратилась как будто с щелчком в Москва-Бад. И мы все это наблюдали, как суетились посол Азербайджана, там как-то договариваясь. Вот это нас больше всего задело, потому что мы не ждали предательства от пропаганды. Мы знали, чего от нее ждать. Мы не ждали вот этого безразличия какого-то от тех людей, в которых мы верили. Я не хочу сейчас никого обидеть, потому что люди сейчас сами в тяжелом положении. Они вынуждены были покинуть страну, и многие из них иноагенты. Но, в общем, в 2020 году, видимо, когда все это начиналось, тоже иноагентство начиналось, видимо, тогда все это зарождалось, потому что войной с Арменией это не закончилось. Мы проиграли войну, потом случилась Украина, и, видимо, в планах было, что мы возьмем Украину, а все остальные прибегут, и мы восстановим вот эту огромную территорию, которая принадлежала нам. Видимо, все это вот горячая фаза всего этого началась в 2020 году. Но в 2020 году вы не уехали из России. В 2020 году я приехала в Армению, когда я поняла, что правительство, это было, если не ошибаюсь, 22 октября, я приехала в Армению, а в ноябре, 9 ноября мы получили поражение. И тогда я уже решила, что я должна переехать в Армению. Так как у меня сын учился в магистратуре, мы решили, что он отучится, и тогда мы уже продадим квартиру и переедем в Армению. Но вот буквально за полгода до того, чтобы он получил свой диплом, случилась война с Украиной. Мы уже все бросили и уехали. Было очень тяжело. Мы в Дилижане. Это северо-восток Армении. Если посмотреть на карту, это будет прямо вот тут. Вот. Это вот часть Армении. Это такой очень наивный, чистый, лесной очень регион, где живут специфические люди, такие немножко сказочные, немножко тролли. Я очень люблю этот регион, потому что я здесь родилась, я его чувствую всеми фибрами моей души. Я как будто возвращаюсь к себе. Место силы. Почему Дилижан оказался тем местом, которое приняло больше всех беженцев из Арцаха? Я не скажу, что больше всех приняли арцахцев, но действительно в Дилижан приехали очень много арцахцев. Во-первых, потому что очень похож Арцах и Дилижан. Такие же леса, такие же холмы, такие же дома. И когда случился вот этот страшный исход, вся Армения превратилась в такую вот большой лагерь беженцев, и каждый регион пытался забрать к себе людей сколько было возможно, и все были немножко волонтерами. И я хочу сказать, что в Дилижане большая, очень интеллигентная диаспора из России, люди, которые приехали сюда после войны 2022 года. И они вот в это время они очень помогли, мы им очень благодарны, они мобилизовались моментально, буквально за сутки. У них был штаб, сразу стали собирать одежду и сразу искать дома, где можно заселить людей. Это было такое человеческое единение, очень понятное. И мы наблюдали это, и нам было так тепло, что мы, во-первых, мы не одни, во-вторых, что люди, которые сами бросили все, уехали, они отлично понимают, как это чувствуется. Они нашли в себе силы помочь таким же людям. Это какой-то урок большой человечности, который нам всю жизнь преподносит жизнь.
Когда россияне стали приезжать после начала войны сюда, в Армению, как к ним отнеслись? Ну, очень хорошо. И это отношение не изменилось даже после вот этой последней войны. Я этого очень боялась. Я думала, что сейчас какая-то внутренняя обида, которая есть у армян, она перекинется на россиян, но слава богу, что это не случилось. И я очень горжусь своим народом, что он умеет отличить правительство от людей. Это так важно. Это вот реально, я с такой гордостью об этом говорю. И даже вот эти релоканты, не все любят слово релоканты. Да? Оно какое-то рогатое. Вот оно рогатое, и беженец рогатый. Я не знаю, какое можно слово придумать. Ну, не переселенцы. Есть слово же. «эмигранты»? Окей, некоторые иммигранты тоже этого боялись, и потом сами говорили, что этого не случилось. Но, тем не менее, люди, которые приехали сюда из России, они в основном дальше поехали. Я всех спрашиваю, ну вот, а кто живет в Ереване, а кто живет... Говорят, никто не живет, это транзитный город. Почему так? Потому что цены очень поднялись. Из-за русских? Из-за русских очень много, так как приехали особенно айтишники, переезжали компании, естественно, там совершенно другие доходы. Я помню, я застала это безумное совершенно время, по 70 бортов в день в Ереван и в Гюмри. И я помню, я однажды заказала пиццу, и курьер, мальчик, русский, он позвонил, он говорит: простите, пожалуйста, я не говорю по-армянски. Я говорю: ничего страшного. Он говорит: я не могу к вам подняться. Я говорю: я сейчас спущусь. Я решила, что он там потерялся во дворах, в армянских дворах очень легко потеряться. А я спускаюсь, а он стоит прямо на углу дома, 18 лет от силы, и плачет. Вот в эту пиццу. Я говорю: что случилось? Он говорит: у меня силы кончились вот прямо тут. И я говорю: а можно тебя обнять? Он еще такой мужика включил, немножко подумал. Говорит: можно. Я его обняла, он стоит такой, котеночек, голова вот тут, пахнет цыпленком. Я говорю: ну смотри, тебе тяжело, очень многим тяжело, да? Ты же знаешь, как люди переехали. У тебя там мама, правильно? Да, мама у меня, мама. Я говорю: и мама не боится, что тебя заберут там на войну, правильно? То есть ей хорошо сейчас, ты это понимаешь, да? Он: да, я понимаю. Я говорю: вот, у тебя тоже все будет хорошо. И через такое проходили. И он как-то утишился, оставил эту пиццу. И я вот до сих пор его помню. Вообще удивительно, как жизнь подбрасывает нам определенных людей, которых ты потом никогда не забываешь. Они тебя учат чему-то очень большому. И вот этот мальчик, он для меня стал таким символом вот этого большого исхода из России. Я надеюсь, что у него все хорошо. Ваш сын тоже вместе с этим исходом оказался в Ереване. Да. Ребенок, который вырос, в общем, в Москве. Да, он родился, он вырос в Москве, это его родина. Он там не был 3 года. Но когда я его спрашиваю, я говорю: как ты это все переживаешь, он всегда отшучивается. Он никогда не показывает. Он дико переживает за тех своих друзей, которые остались там. Но они все тут как-то живут, подрабатывают, что-то пытаются делать. И, по крайней мере, те его друзья, которые пытались заниматься политикой, они продолжают это делать здесь. У него есть друг, который сейчас работает в одной из партий армянских, европейской партии, и он продолжает то, чем занимается. Я очень радуюсь, когда у них есть возможность заниматься тем, во что они верят. Это очень важно. Какое-то время назад, отвечая на вопрос о русском языке в Армении и о русском языке как том языке, на котором вы пишете, вы говорили о том, что все-таки мы были одной большой империей. Да. Как вы сейчас воспринимаете это чувство империи и чувство, если не братства, то хотя бы соседства с Россией и с остальными вашими соседями? У нас было несколько разное, мне кажется, восприятие этой империи, потому что мы были окраинами, мы были провинциями. То есть вы в Армении себя чувствовали окраиной? Да, естественно. И, в общем, к этому у нас было философское отношение. То есть не такое, что мы несчастные, потому что мы окраина. Нет, такого не было. То есть, вот мы живем в Армении, это часть, значит, Большого Советского Союза. Безусловно, у Советского Союза была определенная политика, которая не устраивала национальные республики. Было очень много обид, и было очень много... Даже в 1968 году были даже какие-то волнения, о которых молчали, не говорили. Это одно дело. Другое дело — общее культурное пространство, которое
было унаследовано от Российской империи, и которое как бы делилось на всех. То есть вот у меня не было ощущения, что Чехов – это чисто русский писатель. Это была часть все равно моей культуры. Потому что я, когда читала Чехова, последнее, что я могла подумать, что он русский, да, это для меня было неважно. И вот это то, что нас объединяло, то, что делало нас лучше. Вот литература, музыка, кино, то, что мы любили, то, на чем мы выросли. Вот это треснуло по швам. Для себя я это поняла в тот день, когда случился бомбовый удар по Бабьему Яру. Вот в этот день это было прямо вот... Для меня это был шок. И я поняла, что вот там вот треснуло все то, что нас держало вместе. Но не следствием ли этого стало то, что самым известным за долгие годы армянским писателем в мире стали вы, написавшие книжки на русском языке? Ну, давайте начнем с того, что я не самый известный. Ну, в 21 веке кто известнее, чем вы? Марьям Петросян. Что было до вас? Что было в Советском Союзе, в армянской литературе до вас? Был совершенно потрясающий Грант Мативасян, которого я очень люблю и считаю писателем номер один армянской литературы. Моя мама вообще считает его армянским Фолкнером, и я с ней согласна. Были прекрасные совершенно поэты, Паруш Цевак, Евжей Чаренц. Я могу перечислять писателей, мы, к сожалению, достаточно плохо их знаем, потому что кто-то переводился, кто-то не переводился. А пиши они по-русски? А пиши они по-русски, у них, конечно, было возможностей больше. Не было это проблемой? То есть прежде человеку из республики, из Национальной Республики для того, чтобы получить хотя бы какую-то путевку в жизнь, нужно было сначала проникнуть в российскую культуру и писать по-русски, а потом уже что-то получить. Мне кажется, это была проблема не советского времени. Во-первых, не каждому дано написать на 2 и больше языках. Ты все равно чувствуешь себя комфортно в какой-то определенной языковой среде, в каком-то определенном языке. Тут нет выбора, наверное. Тут состояние души, как ты себя ощущаешь. И я не скажу, что меня кто-то заставлял писать на русском, это было бы неправдой. А дома на каком языке говорили? На армянском, притом у меня диалектный армянский, и он очень смешной, его иногда я даже не понимают в Ереване. И я бы, наверное, никогда не смогла писать на армянском, потому что литературного армянского как такового у меня хорошего нет. Поэтому мы говорили на армянском. У себя дома с моим ребенком мы говорили на русском, потому что мы жили в Москве, у него были проблемы с языком, поэтому нам логопед строго сказал, ни при нем, ни с ним не говорить на других языках, потому что давайте мы ему укрепим русский, а тогда уже дальше, когда он будет хорошо говорить на русском, тогда пусть он уже переходит на другие языки. Он вот сейчас выучил армянский? Он его знает на достаточно таком просторечном уровне, да, потому что очень сложно, действительно, это сложный язык. Удивительно, что здесь и сейчас говорят по-русски совершенно спокойно. С 1 класса начинают изучать армянский, со 2 русский. И у этих детей нет ощущения, что русский это неправильный язык. Русский язык не виноват в том, что случилась война с Украиной. И Толстой в этом не виноват. Когда сейчас обвиняют Достоевского или Толстого в том, что случилась война с Украиной, это неправильно, потому что они жили в свое время, они чувствовали так, как они чувствовали. Люди, которые напали на Украину, вряд ли думали о Достоевском. Это вряд ли, наверное, читали его. Решение о разрыве с Россией означало ли для вас решение о разрыве со всякими институциями российскими? Издательство, кино, театр? Я не разрывала с Россией. Я ее люблю. Может, потому что у меня большой опыт нахождения в состоянии войны. Я умею отличить врага от не врага. То есть для меня Россия не враг. У меня могут быть претензии к руководству России, да, которое приняло такое решение. Ну, сколько там человек? 200-300?
а все остальные что-то меняют. Я же прожила 26 лет в России. Я же понимаю, как там все устроено. Я же понимаю, что какой-то там, я не знаю, дядя Ваня, который живет во Владивостоке, у которого 10 тысяч всего пенсии, который молится на Путина, он ничего не меняет, по сути. Там совершенно другие механизмы. Поэтому я не разрывала с Россией, нет. Это ваша личная особенность или это может быть какая-то национальная черта? Потому что в отличие от очень многих других постсоветских пространств, в Армении действительно очень мягкое и очень понимающее отношение к россиянам. И к иммигрантам, и к приезжим, и к русскому языку. И меня это поражает, потому что сейчас мало где встретишь такое отношение. При том, что все понимают. Да, все понимают, но меня очень радует, что люди умеют отличить политику от граждан страны. В Армению приехали действительно очень много совершенно прекрасных людей, которые в том числе помогают, которые создают тут совершенно прекрасные, допустим, места для досуга. У нас в Ереване не было так много книжных клубов. Их прямо сейчас можно где-нибудь там на окраине выйти и найти кофейню, где можно и книжку почитать, и кофе выпить. Вот в одном из них мы сидим. Да, в одном таком месте мы и находимся сейчас. То есть, дай Бог, наверное, и другим народам, да, уметь все-таки отличить зерна от плевел. Это тоже очень долгий путь. К этому нужно идти. В этом плане мои оказались умнее. Это меня очень радует. Как бы вы рассказали о том, какая она Армения? На самом деле это очень простенькая страна, она совершенно простых вещах. Я очень люблю слово «простенькая». Некоторым армянам оно не нравится. Это простая страна с совершенно простыми сермяжными истинами. Хлеб, сыр, вода, любовь, ненависть. Здесь нет полутонов, и, наверное, это правильно. Мы не можем себе позволить полутона. В месте, где я родилась, в Берде, да, допустим, тебе могут в лицо сказать, ты мне не нравишься. Я это люблю больше, чем когда лицемерят, чем когда человек не любит тебя, но играет любовь. Это такая страна, она на самом деле очень честная. А как вы приехали в Москву? Сразу после института. Почему? Это было не мое решение, это было решение моей мамы. Она всегда считала, что я могу большего добиться. И фактически она меня выпихнула просто из Армении, потому что Армения тогда еще находилась в состоянии войны, в блокаде, холод, голод. Мы жили в общежитии, и я помню, такой был холод собачий, что мы с подругами нашли кто-то выкинул оконные рамы. Мы нашли какой-то медный таз на улице. Вот эти оконные рамы порубили там на улице, притащили в нашу комнату в общежитие, развели там костер в этом тазу, чтобы просто погреться. И совершенно не подумали о том, что рамы-то покрыты краской, и что это отрава. Мы растопили комнату, было очень тепло, а потом нам всем стало плохо очень. И мы легли на диван, в какой-то момент мы просто сообразили, что мы угораем просто. Это угарный газ. И как мы выползали из этой комнаты, как мы потом выкидывали вот этот несчастный таз с этими, останками оконных рам. То есть время было совершенно дикое, совершенно первобытное. Вот этот военный ужас, неустроенность, бесконечный голод. Нам полагалось 250 граммов всего хлеба в день, а ты студент, растущий организм. И я помню, мы ложились спать, было очень холодно, мы как-то согревались, и говорили о еде. И вспоминали, как мы в свое время, когда было все, мама пекла торт Наполеон, и как, какие шашлыки невозможно вкусные делали наши папы. И как-то мы все это обсуждали, нам становилось немножко тепло и даже вкусно, и мы засыпали. И вот из всего этого мама меня вытолкнула. Она сказала: уезжай в Москву. Не получится, ничего страшного, вернешься. Уезжай. Где вы были, когда было землетрясение? В Спитаке.
Мы в Ереване очень сильно почувствовалось это землетрясение. У нас было занятие по подготовке, и все испугались, все выбежали на улицу. Я как дура схватила скелет, тоже побежала за ними. Ну, чтобы повеселить, чтобы не все так боялись. Но я наблюдала, как это землетрясение началось. Катя, мы же не умеем наблюдать знаки, которые нам подает природа. У нас как раз была перемена, я стояла у окна, и я увидела удивительную картину. Птицы, жаворонки, голуби и так далее, они сбились в такую огромную шайбу, такую вот масса такая круглая. Она дико вереща летела над землей где-то 20 сантиметров. Они вот в такой круг сбились, в такой огромный, знаете, диаметром в 2 метра. И они вот так вот летели и верещали какими-то человеческими голосами. И мы все прибежали к окну, мы все это наблюдали. А нам нужно было в этот момент выбежать, потому что буквально через секунд 20 уже тряхнуло. Так конкретно все же зашаталось. И вот это живая масса вот этих птиц, которые кричали нечеловеческими или человеческими голосами. Может быть, мы не умеем видеть знаки, правильно трактовать. Недавно случилось землетрясение в Турции, чудовищное совершенно. И эти толчки, они продолжаются. Вот этот регион, он и так трясет. Такое впечатление, как будто нам дают знать, что, в общем, нужно остановиться, нужно как-то взяться за ум. Но пока, не знаю, пока не получается. Это же не региональная история, это же мировая история. Тут такие пошли чудовищные изменения, что мы даже не знаем, что мы завтра получим. Мы с вами договаривались об интервью, когда вот в окружающем пространстве была только одна большая война. Мы уточняли время, когда их уже было 2, и сейчас мы встречаемся уже 3. Сколько вообще горя может выдержать человеческое сердце? Мы сейчас действительно в какой-то патовой ситуации, и у нас нет возможности выдохнуть. У нас, допустим, если взять армян, они практически в течение почти 5 лет находятся в состоянии аффекта. Сначала наша война, потом ковид, потом началась война с Украиной, потом началась чудовищная с погромом, началась война в Израиле, и везде у тебя любимые люди. И моя подруга, допустим, Лина, которая живет в Израиле, это не просто Лина. Это пол Израиля. Один человек тянет за собой целую страну. Ты думаешь о нем, о его друзьях, о его соседях, о ее девочке. И ты понимаешь, что вот это горе, оно разрастается, и ты даже не успеваешь его переварить. Вот оно у тебя внутри накапливается, и ты не можешь ничего с ним сделать. Сколько может человеческое сердце этого выдержать, я не знаю. Но мне очень хочется, чтобы нашлись какие-то правильные сейчас решения. Когда началась украинская война, мы уже, так как через это прошли, мы понимали, что хорошим это не кончится. Когда началась война в Израиле, мы сейчас уже, наверное, украинцы, понимают, что хорошим это кончиться не может. Мы сейчас в патовой ситуации. И армяне, и грузины, и евреи, и украинцы. Это вот то, что говорят, война за выживание, да, это вот эта вот ситуация. Нас может завтра просто не быть. Я помню, когда я сломалась. Когда начались, первые дни были в Израиле, да, вот эта женщина с 2 рыжими мальчиками, она завязала их вокруг себя, вокруг своих детей, завязала вот такую шаль. Она все понимала, но она взяла и в такую беспомощную шаль, в такой круг магический, она замкнула себя и своих детей. Она стояла с этими 2 рыженькими мальчиками в этой шали. И я поняла, что это не просто она, это не просто одна страна, это я. Она навсегда будет со мной, эта женщина. И я поняла, что мы сейчас в такой ситуации. Если тебе удается в такой ситуации оставаться оптимистом, то честь тебе и хвала, я буду верить тебе. У меня просто силы закончились верить в это. Я всегда думал, что жизнь – это как билеты на самолет. Купил билет, летишь. Лети, а там, да. Да. Угу.
Посмотрим. Я это не как я, да? Вы. Ну, будем жить. Будем жить. Будем жить. Это да. А там видно будет. Если я умею. Обожаю тебя. Вот сейчас. Я тебя прям. Почему в Армении называют Гамлетами мальчиков? Очень популярные шекспировские имена. И это были времена, когда стали возвращаться репатрианты. Они с собой привезли вот эти все европейские имена. А армяне очень любят после Второй мировой войны, очень много стали называть русскими именами, потому что это была нация-победитель, и очень смешно коверкали имена. Там, как слышали, да, кто-то там звал дочку Анечка, они так называли, там, Анечка, и как-то ударение неправильно станет. Олинка, допустим, Оленька, кто-то услышал. И там очень много смешных, типа Афанасий Аршавирович, Азнаулян. После войны папа с каким-нибудь Афанасием там где-то служил или просто им понравилось. А потом, когда уже вот маму зовут Надя, папу зовут Юра, а у нас у всех детей уже армянские имена, потому что это были 70-е, какое-то вот такое национальное самосознание просыпалось, и всем детям стали давать армянские имена. А потом пошли Альберты, потому что это было модно, потому что там была связь с Америкой, с Европой какая-то. Это правда, что у вас в армянском акцент карабахский? Действительно, в нашем регионе, вообще в Тавушском, очень много выходцев из Арцаха, которые туда приехали 300 лет назад. У нас отличается диалект, но общие черты, общие слова есть общие традиции, общие обычаи, которые не встречаются в других регионах Армении. Он как будто бы как азербайджанский звучит для местных? Нет, но этот регион Армении, который граничил с Азербайджаном, естественно, есть очень много общих слов, которые и персидский, и турецкий. И акцент, он не такой. Допустим, азербайджанцам очень сложно произносить определенные звуки, которые армяне с легкостью произносят. Да? Это какие? Допустим, «п», они говорят «п», у них с придыханием. Вот эти нюансы мы очень легко вылавливаем. Но у армян несколько другой акцент. Мы акаем, поэтому мы на самом деле очень отличаемся. Грузины, например, с большим трудом выговаривают «в». У них «в», немножко вот так «в». Поэтому народы, которые живут на Южном Кавказе, они очень легко определяют, кто из них азербайджанец, кто грузин, кто армянин. Есть даже говорят на русском. Какой вам показалась Москва 92-93 года? С одной стороны, она была невероятно большой, пугающей, и такой имперско отстраненной. Это была столица огромной родины, потому что в любом случае мы тогда даже уже Советский Союз потихонечку разваливался. Это все равно не была эмиграция в том понимании слова, в которое мы вкладываем сейчас. Я все-таки не уезжала из одной страны в другую. Я уезжала из Армении в Москву, столицу огромной родины. С другой стороны, Москва оказалась не очень дружелюбной. Любая метрополия, она не ждет людей, она насытилась ими, ей очень много их. Мне кажется, она ждет. Вот в тот момент, когда ты начнешь ее действительно любить, она решит, ответит ли она тебе взаимностью или нет. Но она должна почувствовать вот этот толчок от тебя, что ты приехал не как потребитель, не как поглазеть и уехать, не как хапнуть что-то, да, себе. А ты именно приехал как человек, который готов эту Москву любить. Но я ее действительно любила. Вот такой дорогой, недоступной мне. У меня зарплата была $200. А где вы работали? Сначала я устроилась в обменный пункт в гостинице «Интурист». И для меня, провинциальной девочки из достаточно патриархальной республики, оказаться в центре Москвы, в гостинице «Интурист», в обменном пункте. И вот из этого крохотного окошка наблюдать московскую и не только московскую жизнь. Я там впервые увидела валютных девочек, интердевочек, там называли валютные девочки. Там только-только в Москве открывались казино. Я видела первых лудоманов.
Я видела, как люди проигрывали огромные состояния. И как они потом клянчили под тем же окошком обменного пункта немножко денег, что пойти, вот я сейчас ставку сделаю и все отыграю. Я помню молодого человека, невероятно красивого, который проиграл все, что у него было, а потом он заложил жену и детей. А потом мы о нем узнали, что вот там какие-то бандиты его вывезли за город и просто избили до полусмерти за то, что он посмел нарушить какой-то вот этот кодекс, что ты уже конченый человек, если ты закладываешь своих родных и близких. Моя Москва начиналась так. Следующее место работы. У меня была подруга, у которых было 20 тысяч долларов, а у меня были знакомые, у которых было маленькое помещение, и мы решили заняться бизнесом. Все истории 90-х начинаются так. У меня была подруга, у нее было 20 тысяч долларов, а у меня были знакомые. И, значит, мало того, что у нее были деньги, у нее еще были какие-то знакомые ФСБшники, которые сбывали контрафактный товар. Ленка сказала, мы купим джинсы. Много-много джинсов, потому что они дешево отдают, и мы продадим и разбогатеем. Но беда в том, что ты, когда покупаешь контрафактный товар, ты не видишь, как он выглядит. И мы на 20 тысяч нам привезли джинсы, честно привезли. Там было, наверное, 100 миллионов пар джинсов совершенно диких расцветок и совершенно дикого фасона, который в Москве, не только в Москве, а где-то там в глубинной деревне, где-то там на окраине огромной империи никто бы их не надел. И мы поняли, что мы прогорели. Все, эти джинсы никто не купит никогда. Нам было очень горько, мы оплакивали свою бесконечную вот загубленную жизнь, но дурам везет. И нам повезло. Вот в том здании, где мы арендовали этот магазин, на 3-м этаже располагалась большая строительная компания. И директор этой строительной компании пожалел просто нас и купили эти джинсы для своих рабочих. Я не представляю, какими словами проклинали эти рабочие, потому что джинсы были просто каких-то неприличных цветов. Как-то морковка оранжевая, потом цвет такой, знаете, голубой ели, который уходит такой в серебристый отлив. Были цвета, абсолютно детское, вот такой неожиданности, вот такие вот. Вот. И он нас спас, мы фактически потеряли $800, поняли, что бизнес не наша. Вот на этом моя бизнес-карьера закончилась. Потом я переучивалась на бухгалтер. Я была самым тупым бухгалтером Москвы. У меня не было нулевой отчетности, но я думаю, если бы у меня была нулевая, она бы тоже не сошлась. И я, наверное, была единственным бухгалтером, которого боялись сотрудники налоговых всяких инспекций, пенсионного фонда, потому что моя отчетность, это уже был вызов. Я когда туда приходила со своей отчетностью, вот с этими папками тогда, у этих бедных операторов на лбу вот такая была бегущая строка, только ко мне не подходи со своей отчетностью. Я была есть такой персонаж, сеньор Фантоцци, итальянского кино. На мне ломались компьютеры. Там всю эту отчетность нужно было на флоппи-дисках сдавать. Значит, мой флоппи-диск зажевывался почему-то, ломался, ничего не показывал. У меня всегда была самая длинная очередь. И если я приходила и выбирала какую-нибудь очередь, она моментально просто вот увеличивалась в 3 раза. То есть вот это вот бесконечная была какая-то такая очень неудачливая жизнь неудачливого бухгалтера в большом городе Москва. Но я 7 лет проработала бухгалтером, и фактически по ходу вот этой работы я начала писать коротенькие истории о моем детстве. Издательство связалось со мной и предложило издать книжку. И уже когда вышла моя 3-я книжка, я ушла из бухгалтерии, потому что у меня был немножко дохода, и я могла себе позволить уже не мучиться, не убивать себя отчетностью. Если чуть-чуть отмотать назад, там 30-35 лет назад, конец 80-х, начало 90-х, страшные кровавые события в Шаумяновском районе, в Сумгаите. Это ваше, в общем, детство, да? Да. И вы видите, как близкие вам люди расчеловечиваются до такого состояния, что они в состоянии убить другого человека и радоваться этой смерти. Что вы знаете про людей такого, чего не знаем мы, кто этой резни не видел? Я могу привести 2 разных примера. Семья моего дяди жила в Кирабате, маминого брата старшего, дяди Миши.
А дядя Миша работал на вертолетный был завод, и он там был механик. И в день, когда в Кировограде случились погромы, директор их завода забрал всех армян, запер их в ангаре и не выпускал их. Потому что знал, что если он выпустит, они побегут спасать свои семьи и сами тоже, в общем, попадут в эту мясорубку. А дядя говорит, мы сидели там до 10 вечера. До последнего мы не знали, что происходит в городе. В общем, когда более-менее все утихомирилось, только тогда директор выпустил всех армян. Сказал, в армянской части города, значит, сейчас там находятся русские войска, все солдаты, они просто армян собирали по городу и перевозили туда. Вам нужно пробираться туда. Дядя его не послушался, он приехал к себе на квартиру. И когда толпа пришла громить, соседи, азербайджанцы, вытащили детей моего дяди, 2 девочки и мальчик. А его жена осталась дома, потому что она понимала, что если она уйдет, то они никого не найдут и пойдут искать ее, детей. Она осталась дома, ее чудовищно избили. Ее избили чудовищно совершенно. Глумились над ней, резали ее. У нее потом глаза были черные. То есть вот этот белок был черный очень долго. Невозможно было от зрачка отличить. Они уехали в Россию, в Невинномысск. И я ни разу от дяди не слышала ни одного плохого слова об азербайджанцах. Он всю жизнь скучал о своем Кировограде, он всю жизнь вспоминал его. У него не было ни слова ненависти, ни одного плохого ощущения, чувства. И он умер, в общем, в тоске о своем родном городе. Это мой дядя. Девушка, художник потрясающе талантливый, у которой маму забрали, значит, похитили азербайджанцы, она больше ее никогда не увидела. Она каждый день свою маму ждала и дома. К вечеру, когда должен был прийти автобус, она выходила к калитке с тарелкой супа, потому что у нее в голове было, что мама вернется. Первым делом ей нужно поесть, потому что она голодная. А папа ее сошел с ума. Он воевал на войне, он сошел с ума. Он понял, что его жена не вернется. Он похитил азербайджанского молодого человека и убил его. Эта девочка вот все это наблюдала. Она потом, в общем, сошла с ума, очень тяжело все это. Вот 2 совершенно разные истории. Да? Мой дядя, который прожил всю жизнь без ненависти, и этот человек, у которого увели жену, он понимал, что с ней делали, и, в общем, и он не смог с этим жить. И он решил кого-то убить. Я не могу осуждать никого. А сейчас, ретроспективно, вы думаете о том, кто мог помешать этим столкновениям, в которых все себя проявляли вполне себе чудовищно? Наверное, в любой момент это можно было остановить, потому что это кто же мог это остановить? Это могла остановить Москва. Эти очаги напряжения оставляли всегда для того, чтобы в момент, когда будет что-то угрожать стране, взорвать внутренний национальный конфликт, травить людей друг на друга и тем самым управлять, разделяя и властвуя. Это же была политика не только Советского Союза, это, в общем, была политика царской империи, да, Российской империи, в общем, везде так и управляли окраинами. Но здесь что-то вышло из-под контроля. Может, Советский Союз достаточно ослаб и уже не мог управлять своими окраинами. Может, не всегда можно такие процессы руководить. Может, были допущены какие-то ошибки, какие-то упущения. И это привело в 90-е годы якобы к развалу Советского Союза. Мы думали, что Советский Союз развалился, но сейчас мы наблюдаем вот этот процесс продолжения вот этой империи, развала империи. Мы его сейчас прям по-живому режут, и мы все это наблюдаем. И, в общем, безрадостно ситуация, что для Украины, что для Молдовы, что для Грузии, что для Армении. И никто не знает, что будет с Азербайджаном, потому что у этой страны внутренние конфликты. Ты сегодня победитель
убить, или завтра тебя взорвут изнутри для того, чтобы заполучить тебя. Поэтому мы пока вот в процессе этого большого развала. В разгар войны 2020 года вы влюбились. Как это произошло? Я в октябре 2020 года прилетела в Ереван, и наше поражение я встретила здесь. Это было страшное время. Знаете, такое ощущение, будто вот ты строил дом, ты по кирпичику его возводил, и его взорвали. Мне написала моя подруга, переводчик, которая переводила мою книгу на итальянский, Клаудия. Она попросила дать интервью хорошему итальянскому журналисту. Он снимал фильм о Арцахе и брал у каких-то армян интервью. И, в общем, я на это интервью согласилась только потому, что попросила Клаудия. Так бы я, конечно, мне нечего было говорить. У меня там внутри была огромная рана. И так я познакомилась со своим будущим мужем. Притом это было не мое желание, не мое решение. Он меня увидел, и он решил, что должен на мне когда-нибудь жениться. Это сейчас, когда мы об этом говорим, это очень смешно звучит. Почему смешно? Он же женился в итоге? Он женился, да, но тогда предполагать, что я могу влюбиться, я могу Сколько резко... вам лет в этот момент? 50 лет. Я уже какое-то время прожила одна, и я ценю свою свободу. Я, на самом деле, никогда замужем не была, Катя. У меня было неприятие вообще этого процесса брака. Боже, это мне говорит армянская женщина. Это говорит армянская женщина. Это очень странно. Да, конечно, когда я была там, когда мне было 15 лет, я представляла, как я выхожу замуж в этом белом платье кружевном, да, и это фата, все дела. А потом где-то 22-23 года я поняла, что что-то там не так. И я никогда не рвалась официально. И никогда не была замужем, так что это, получается, у меня первый брак. Вот. И как мужа зовут? Его зовут Симона. И это очень смешная история, потому что буквально за 2 месяца до знакомства у меня вышла книга, роман «Симон». Потом через 2 месяца я познакомилась с Симоной. У нас завязались отношения. Это было ковидное время, очень тяжело было встречаться, потому что страны закрылись, и мы выгадывали какие-то уголки мира, куда нам можно было двоим приехать. В апреле мы были в Киеве, это было совершенно чудесное путешествие, и в Киеве он как раз мне и сделал предложение. В общем, это был город, который нас свел окончательно. Что такое любовь, когда тебе 50? С одной стороны, ты как будто возвращаешься в молодость. Ты себе позволяешь какие-то глупости, в которых ты себе уже отказал мысленно. И мне никогда не будет, допустим, 23 года, я никогда не буду прыгать по лужам босой, да? Вот все это возвращается. Оказывается, тебе еще все можно. Во-вторых, все равно какие-то барьеры, потому что ты постоянно себя перебарываешь. Говоришь, слушай, ты же взрослая женщина, ну возьми себя в руки. С другой стороны, ты говоришь, ну почему бы и нет? Я же ничего плохого не делаю, я люблю, и все. Мне очень повезло с сыном. Он никогда меня не ревновал, он очень меня поддерживал. Он всегда говорил, мама, ты что, я очень рад. Ты влюбилась, у меня мать влюбилась. Я когда вышла замуж, я своим друзьям наконец напишу, свою мать наконец выдала замуж. С другой стороны, мне очень повезло с мужем, потому что он очень понимающим оказался молодым человеком, очень-очень каким-то открытым. Он долгие годы жил в Иране, в Ираке. Он документалист, насколько я знаю. Он журналист, он преподает итальянский язык и литературу сейчас в Штутгарте в институте, и он потрясающе пишет стихи. И вот все это счастье досталось мне. Но самое важное, что так как он жил на Ближнем Востоке, и он видел много горя, он написал, допустим, книгу про геноцид езидов в Сирии. Он настолько понимал меня, настолько понимал, что у меня внутри творится, что мне очень помог. Он поддержал меня вот в той ситуации, когда я натурально умирала, и именно благодаря ему я в общем, наверное, сейчас в достаточно адекватном состоянии. Так что я очень благодарна судьбе, что она нас свела. Я потом была не готова. Мне даже было как-то неловко за то, что там
у меня в Армении люди умирают от горя, а у меня тут любовь. Но, видимо, это, наверное, вот так было у меня на лбу написано. У вас, говорят, на лбу написано? На лбу написано. А не на роду? Армянская судьба. Это то, что написано на лбу. Вы человек, который своими действиями превратили собственную жизнь в сказку. Начнем с того, что я долгое время думала, что вашего сына зовут Эмиль, потому что это какое-то редкое армянское имя. Но нет, вы его назвали в честь сказки? Я его называла в честь Эмилии из Лёнеберги. Это один из моих любимых персонажей. Это моя любимая книжка. Я была уверена, что если у меня родится мальчик, он будет Эмиль. Если у меня родится девочка, это будет Эмилия. Я прямо наверное, с 10 лет об этом думала, когда в первый раз я прочитала Астрид Линдгрен. И, в общем, с этой мыслью и жила. Поэтому моего мальчика действительно зовут Эмилия. Он знает, почему его зовут Эмилия. Он тоже очень любит эту книжку. А, да? Да. Но дальше вы начали описывать истории своего детства, и из этого вырос какой-то волшебный мир. А вы можете вспомнить момент, почему вы решили именно это описать? Почему вы решили именно в детство вернуться? Что в этом такого? Я же не хотела книжку писать. У меня был такой очень депрессивный период в моей жизни, когда мне поставили диагноз рассеянный склероз. И вы представляете, тебе, допустим, 37 лет, вроде ты молодая женщина, да, твоему ребенку сколько-то там лет, ты работаешь более или менее плохо, хорошо. А сколько ему было лет? 8 лет тогда было. Я и думала, как бы дожить до того момента, когда я смогу его спокойно оставить, а дальше уже я буду умирать. И я тогда купила новую газету, и там была очень смешная подборка, которую составлял Антон Носик. Он туда забирал записи людей, которые смешно писали. Была такая чудесная Лена «Недоразумение». Она очень смешно писала. Я прочитала, и я решила завести себе страничку в живом журнале для того, чтобы читать Лену, Антона Носика, другой тогда появился. То есть появились какие-то блогеры, которых интересно было читать. А потом я прочитала «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева. И мне книжка очень понравилась. Она была, безусловно, о любви. И я подумала, что мне тоже есть о чем рассказать. Да, у меня было приблизительно такое же детство. И я решила просто вывешивать какие-то истории в живой журнал у себя на страничке. На меня вышло издательство АСТ. Они предложили издать книжку, и мне уже было 39 лет, когда моя первая книжка вышла. Вам стало легче, когда вы стали писать о своем детстве и возвращаться туда в мечтах? Вот самое удивительное во всей этой истории, что я написала Манюню смешную книжку в тяжелейшем депрессивном состоянии. В той тени, когда ты с утра просыпаешься и не хочешь открывать глаза. Я села и написала смешную книжку. Я не знаю, как это у меня получилось. А вдруг вы этим отменили свой диагноз? Не знаю, но буквально после того, как у меня вышла книжка, буквально через месяц мне этот диагноз и отменили, сказали, что вам поставили, девочка, неправильный диагноз. Это была смешная история, на самом деле сейчас она смешная, потому что мне нашли очень хорошего профессора. Была потрясающей красоты женщина, такая, знаете, белая московская кость, такая интеллигенция. У нее были руки невозможной красоты. Она носила кольца. Вот после этого я стараюсь тоже носить кольца. Раньше я их не любила. Я наблюдала за ее руками, когда она со мной говорила, я наблюдала за ее руками. У нее было ослепительно красивое лицо. И вот эта прекрасная женщина, какой-то царской, какой-то такой осанки, какой-то такой аристократической лепки с этими прекрасными руками. Она взяла все анализы, которые я по новой сдала, подняла на меня свои прекрасные совершенно серо-пепельные глаза и сказала: ну, деточка, и какой мудармот вам поставил этот диагноз? И я лихорадочно пыталась вспомнить, как зовут этого доктора. Он был из Кремлевской больницы. Это была хорошая такая больница. В общем, все там лечились. Она сказала: у вас неправильный диагноз, у вас пограничное состояние, у вас частые мигрени, и на фоне, видимо, очередного приступа вы пришли, сдали вот эти вот анализы, и они показали больше, чем на самом деле есть. Мы с вами теперь решаем, вот прямо сейчас,
что никакого рассеянного склероза у вас нет. Идите, деточка, и живите. И вот это «идите и живите» ее я запомнила на всю жизнь. Иди и живи. И я пошла и продолжила жить. И у меня удивительным образом эта книжка понравилась читателям. Я думала, первые 3000 экземпляров разойдутся, и все. А буквально через месяц у меня состоялся разговор с моим издателем, Сан Санычем Прокоповичем, который был удивлен не меньше, чем я, честно говоря. Он говорит: Нарине, книжка все распродалась, будем переиздавать. Пишите продолжение. Я ничего не сделала для того, чтобы все это в моей жизни случилось, мне кажется. У меня такое ощущение, что всю жизнь меня вели какие-то, во-первых, очень умные женщины, которые меня чему-то учили. Я когда работала в обменнике, я когда пришла в Москву, работала в обменнике, там была у меня потрясающая совершенно начальница Ольга Федоровна, которая вот взяла меня под крыло, такую вот совершенно неразумную, провинциальную, с диким армянским акцентом. Я говорила «яичница». Она смеялась долго, она долго меня называла «яичница». Но она меня столькому научила. И столько случилось таких женщин в моей жизни, которые в нужный момент появлялись, что-то мне давали, а потом очень тактично отходили. Как будто вот это ощущение «иди и живи», оно меня всю жизнь сопровождает. Я вот их присутствие ощущаю. Они как-то появляются в нужный момент, а потом отступают. Вы человек, который переоткрыли в русском языке магический реализм. Вы верите во все эти дела? Судьба, мистика, предназначение, чудо, случайность. Вообще, на протяжении всей моей жизни судьба меня сводила с женщинами, именно женщинами, которые меня многому научили, которые рассказывали мне какие-то вещи, и эти вещи потом формировали мое мироощущение. И одна из моих любимых подруг, Виктория Кирдий, то ли сон ей приснился, то ли у нее была клиническая смерть. Она ненадолго оказалась в раю. Ей так показалось. И там все выглядело совсем по-другому, не так, как мы представляем себе рай. Она говорит, ангелы — это не маленькие существа, это огромные ростом 25-этажные дома, огромные, как столпы, такие существа, и некоторые из них невозможной красоты. Ты просто не можешь отвести глаз, потому что они излучают добро, радость, а другие, они темные, они страшные, на них не то что смотреть страшно, о них думать страшно, они поглощают мировую скорбь. И вот один из таких ангелов взял Вику на ладони и объяснил ей, как устроена жизнь. Он ей сказал, что до того, как нам родиться, мы соглашаемся на всю свою жизнь. Мы выбираем все испытания, которые выпадают потом на нашу долю. Тех людей, которые нас предадут. Те болезни, которые с нами случатся. Те несчастья, которые потом обрушатся на наши головы. Все это выбираем, мы на все это соглашаемся. И только после этого мы рождаемся. И у Вики у самой была очень тяжелая жизнь, но она состоялась, она стала одним из лучших иллюстраторов в России, именно потому, что она у себя в голове это держала, что я на все это согласилась, что это мой выбор. И это мне тоже помогло на протяжении всей своей жизни, что бы со мной ни случалось, вот это вот то, что я повторяла, что ты на это согласилась. Это мне помогало идти дальше. И то, о чем я писала, это, то есть не просто бралось из головы, да, я этот магический реализм не придумала. Я когда села писать «С неба упали 3 яблока», умер Маркес. Ваш любимый? Мой любимый, один из моих самых любимых писателей. И каким-то образом это на меня так повлияло, я вообще его уход прям горевала, прямо оплакивала, как уход близкого человека, родного. Что мне кажется, вот этот магический реализм пришел в мою книгу. Так это «Белый павлин» — это он? Может, он. Я «Белый павлин» вообще не придумывала. Он непонятно откуда вылез, и я не знала, что с ним делать.
И то я думала, может, он умрет, может, он отравится, может, он заболеет, может, он улетит. А все никак не получалось, не складывалось с ним. И когда все-таки эта история как-то закончилась, завязалась в какой-то логический такой узел, я была самым счастливым человеком на свете. И вот есть персонажи, которые к тебе приходят сами. И делай с ними, что хочешь. Но ты должен его историю рассказать. Вы попадали когда-нибудь вот в это русло магического реализма, когда все вроде реально, но что-то с тобой случается такое, что не поддается объяснению? Когда я переехала в Германию, и мне очень тяжело все давалось, потому что, особенно в Германии, очень много беженцев из Украины и людей, которые уехали из России, и ты постоянно слышишь эту речь. И вот этот вот постоянно возвращается к тебе. То есть мало того, что у тебя твое горе, так еще рядом еще чужое горе, а оно тоже твое. И это прям бесконечный прилив такого. Вот в этом нужно как-то жить. И мы снимаем квартиру в доме, на первом этаже у нас маленький палисадничек. И я, наверное, провела, месяца 2 в этом палисадничке. Я просто сидела и тупо смотрела в какую-то точку. И у меня было такое удивительное состояние. Я периодически разговаривала со своими любимыми литературными персонажами. И мне казалось, что я вижу Аурелиано Буэндия. Там был, когда я сидела у себя во дворе, да, привязанный к огромному каштану, мне казалось, что я как будто этот Аурелиано Буэндия, я просто привязана вот к этому стулу, я сижу, и я умерла, но я наблюдаю жизнь. И самое удивительное, что я не думала о том, что я схожу с ума. А у меня было четкое ощущение, что подсознание как-то вытаскивает меня из этого состояния, подкидывая мне те образы, которые я люблю. Они приходили, такой был, знаете, слайд такой. И я очень люблю с детства Эна Рауда. У него есть книжка про муфту, полботинка и маховую бороду. И в какой-то момент я подумала, что я, видимо, вот эта маховая борода. Я сижу, обрастаю мхом, и если еще немножко постараться, вот в этой бороде у меня появятся какие-то ягоды. Можно будет заваривать чай. И вот на этом, что можно будет заваривать чай, я в голос рассмеялась. Катя. И я поняла, что треснул какой-то лед, и появилось какое-то нутро вылезает, новое, живое, мягкое. И вот это физическое ощущение между реальностями, вот это безумное состояние персонажей книжных, да, они мне помогли выбраться в реальную жизнь. Значит ли это, что скоро будет новая книжка? Очень надеюсь, я его потихонечку... Я наконец-то потихонечку начала снова писать. Раньше это было физически больно. Ваш дед по линии отца был беженцем из Западной Армении, бабушка беженка из Восточной Армении, по линии мамы дедушка из Арцаха беженец. Куда вы все время бежите? Это, наверное, вот такой народ-скиталец. Нам очень не повезло, на самом деле, с регионом, где мы находимся. Он постоянно находился в состоянии войны. Я когда приезжаю куда-нибудь в Европу и смотрю, как они сохранили, допустим, свои традиции, где можно увидеть пекарню, которой 500 лет, или там сыроварню. Для меня мне это очень нравится, но нам это было недоступно. Как только образовывался какой-то тоненький слой культуры, обычаев, городов, сразу налетал очередной, допустим, завоеватель, и все это сносил под корень. Более того, очень часто народы угоняли в плен. Так поступали иранцы, потому что они считали, что народ держится за свои корни, за свою землю. Вот он сильный. Если ты его уберешь оттуда, где он жил, то он не будет бороться, он просто будет выживать. И в этом была своя горькая правда, конечно. Поэтому очень много армян в свое время были переселены в Персию. Потом часть из них вернулась. То есть, когда ты находишься на перекрестке пересечения интересов огромных империй, Российской империи, Персидской империи, Сасанидской империи, Османской империи, то, естественно, тебе достается от всех. И тебе приходится то бежать туда, везде искать укрытие. Было время, когда мой регион, мой город, он был совершенно пустой, потому что, когда пришли монголо-татары, люди просто снялись с места, ушли в горы. И 200 лет там в этих местах просто никто не жил. Часть уехала в Арцах. Потом они вернулись через 300 лет, потому что
уже к концу своего существования Российская империя стремилась к образованию таких национальных окраин. Пытались как-то, наверное, распределить людей, чтобы, может быть, было меньше конфликтов. Но в это время очень много армян было переселено из тех регионов, которые остались в Азербайджане, в Армению, в Восточную Армению. Вот мы постоянно находились в таком вечном беге. Вечный бег. Как жили люди в Арцахе во время блокады? Там находилось 105 тысяч человек. То есть исход – это 105 тысяч человек. До исхода так или иначе какие-то люди покидали Арцах. Была возможность даже во время блокады, больные, студенты и прочее, прочее. Он же потихонечку затягивал этот узел. Не сразу все закрылось. Какое-то количество людей покинуло и до исхода основного. Больше 100 тысяч человек находятся в блокаде. Да. Без возможности получить продукты, без возможности получить медицину, без возможности вообще получить что-то из внешнего мира. Это же дичь. Это дичь, да. Это дичь. Велись переговоры. Все думали, что завтра, послезавтра все-таки блокада прервется. Все в это верили. А когда не стало хватать лекарств, когда не стало хватать муки, когда высохли все водоемы, потому что прекратили подачу электричества из Армении, они закрыли просто. То есть местные гецы уже не справлялись. Вот тогда мы поняли, что наступает катастрофа. Это был уже конец мая, вот тогда я начала трубить, не только я, мои друзья, заберите оттуда людей. Человеческая жизнь важнее всего остального. Как бы нам не больно было оставлять там храмы. Там есть храм V века, где преподавал Месроб Маштоц. И все это сейчас осталось там. И это была чудовищная блокада, потому что до последнего страны во все это не вмешивались. А когда уже стали вмешиваться, даже Франция, это привело к обратному результату. То есть они сделали все, чтобы люди уехали. Они сочли, что этим они решили проблему Арцаха. Но это не так. У меня есть знакомые, которые продавали обручальные кольца, дома, что-то совсем последнее для того, чтобы помочь армии в 2020 году, и которые посылали своих детей, которые потом не вернулись с войны. И я так понимаю, что мои знакомые не единичный случай. Ваш друг Гор Глумов участвовал в войне. Да, со своим отцом. Со своим отцом тоже. У Гора же очень большая семья, у него 4 детей. Оставил семью детей и ушел воевать. И оттуда он еще умудрялся ночами присылать мне голосовые сообщения, потому что на войне случаются забавные истории. И он мне их записывал вот эти голосовые сообщения, отправлял мне. Я представляю, каким нужно быть сильным человеком, чтобы оставить детей, идти на верную смерть, замечать в этой смерти смешное, посылать эти записки живым людям. Может, он думал, что он завтра погибнет, и об этом никто не узнает. И он рассказывал об этом, допустим, мне. То есть это прямо такое высочайшее проявление какого-то, я не знаю, самопожертвования. У меня есть друг, у которого жена не знает, что он был на войне. Он ее обманул. Потому что если бы она узнала, она бы, наверное, устроила ему скандал. Потому что 2 маленьких детей, все дела. И, в общем, и он приехал притом из другой страны. Он жил не в Армении. Он приехал из-за границы. Он все это воевал это время. Он проиграл войну. Он абсолютно опустошенный вернулся к своей жене и играл роль человека, который все это время был на курорте. Но вот эти вот люди, плюс мужчины Арцаха, которые, в общем, последние 30 лет в основном провели с оружием в руках, и сейчас они находятся здесь, в Армении, говорят, что их можно встретить на улице и узнать по глазам. Как эти все люди, по-вашему, будут адаптироваться к этому поражению? Адаптироваться к мирной жизни, в которой столько всего проигранного?
Они сами четко понимают, что они сейчас в состоянии аффекта. Они понимают это? Они понимают, они предупреждают. Они могут написать нам об этом, может сказать, что я могу что-то неадекватное сказать, не обращайте на это внимания. Это уже такой уровень абсолютного понимания ситуации, что он меня просто восхищает. У меня есть чудесная подруга, которая преподавала в Степанакерте в университете. Я боюсь называть имена, потому что может так получится, что завтра эти люди захотят вернуться или что-то еще. Которая прямо предупреждала: ребята, они 9 месяцев были в блокаде, они плохо ели, они пережили исход, им тяжело, они сейчас болеют, они могут ляпнуть лишнее. Пожалуйста. Сама будучи в таком же состоянии. А как Армения этих людей принимает? Ну, очень консолидированно, Нежно. как один человек, очень нежно, с пониманием. При том, что я понимаю, что это первое время, потом, естественно, случаются какие-то конфликты, как в любой семье. Но знаете, что меня больше всего убило во всей этой истории? Вот эти люди, вот этот исход арцахцев, которые приехали в Армению, они потом говорили: боже мой, как нас хорошо принимают в Армении, как приятно чувствовать, что тебя любят. Про одну все-таки вашу подругу я спрошу персонально. Это Нане Аракелян, женщина, которая держала... Ну вот раз вы ее назвали, вот она политиком и ходила и всем рассказывала: пожалуйста, пожалуйста. Да. У нее, помимо того, что она преподаватель, она занималась приютом для животных. Где эти животные, что с ними случилось? Приют остался в Степанакерте. Та часть города, где находился приют, ее в первую очередь заняли азербайджанцы. И там осталась Рита, русская женщина, которая все это время работала в приюте. И она не захотела уезжать из Арцаха, естественно. И Нуне несколько дней писала о том, что нет никакой связи с Ритой. Кто знает, где Рита, где Рита, где Рита. Потом, в общем, Рита нашла, и, слава богу, с ней все в порядке. Она сейчас в Арцахе. И она находилась в приюте. И ее, слава богу, не тронули. И, в общем, она там живет. Не знаю, что сейчас именно с приютом, с собаками, но во время блокады буквально люди отрывали от себя последние куски, чтобы прокормить котов и собак. Нуне очень смешно написала, она здесь в Ереване шла мимо какого-то магазина, рядом сидел пес, она попыталась его покормить колбасой по привычке, а тот отвернулся, не стал есть. Она говорит: ты посмотри, здесь он сытый. И для меня это какие-то поразительные люди, которые являются примером для каждого из нас. И тут уже национальность не имеет значения совершенно. То есть о них можно читать и наверное, понимать, как нужно на самом деле жить. Еще несколько будет вопросов про войну. Рубен Варданян, человек, ставший миллионером, миллиардером в России, в 2020 году принявший решение об отказе от российского гражданства и принятии армянского гражданства, и уехавший в Арцах, и просидевший там до самого-самого конца, сейчас находится в плену. Какова его роль в этой истории, как ее оценивают в Армении, и какой видится его судьба дальнейшая отсюда, из Армении? Потому что из России это совершенно невозможно понять. Ой, я попробую очень аккуратно говорить, потому что человек находится в плену, и я боюсь чем-то ему навредить. Мы виделись с Рубеном Карляновичем в 2020 году после нашего поражения в Москве. И он тогда уже говорил: нужно возвращаться в Армению, нужно хотя бы 50 тысяч семей, которые переедут из диаспоры в Армению, для того, чтобы мы смогли защитить свою страну. Я тогда не выдержала, я расплакалась, он сам, в общем, он говорил с переполненными слезами глазами, он сказал, что
Это не самый страшный период в истории нашей страны. Были периоды пострашнее, но мы продержались. Это не конец. Мы будем бороться. Мы добьемся многого. Это было в 2020 году. Потом случилась война с Украиной. И те же наши люди, которые находились в Москве, они оказались в подневольной ситуации. Я не знаю, какой у них был выбор. Я не знаю, перед каким выбором их ставили. По факту человек приехал в Арцах. В Армении к этому отнеслись очень неоднозначно, потому что его считали таким человеком, которого отправил Кремль для того, чтобы потом свергнуть власть в Армении и привести его к власти. Его считали таким вот грузинским Иванишвили, Карибишвили, людьми, которых считают прокси России. Я не могу об этом ничего судить. Нужно сделать все, чтобы его оттуда заполучить, а дальше уже будут разговаривать в Армении или где. Он должен находиться в Армении. И другие президенты Арцаха, которые сейчас находятся в плену, никто не отрицает, что мы попали в эту ситуацию именно потому, что у них была неправильная политика. Но они граждане Армении, они должны находиться в Армении, и дальше мы уже должны разбираться. Мне даже страшно вот в эту воронку заглядывать, как будто заглядываешь в воронку ада, потому что это трагедия, в любом случае, это огромная трагедия этих людей, их семей. И мне хочется пожелать им семьям, их семьям просто сил все это вынести, их детям выстоять. А дальше уже видно будет. Важный такой, наверное, на сегодняшний день вопрос, может быть, один из самых важных. Что такое патриотизм? Для меня нет разницы, родина, мама, родина, папа. Вот когда спрашивают, ты маму больше любишь или папу, да? Это из той же серии, да? Патриотизм, родина – это часть тебя. Труднее всего любить, когда она проиграла войну, когда она слабая, беззащитная, когда она полуживая, полусумасшедшая, в шизофреническом состоянии. Мне не трудно, кому-то трудно. Я ее люблю. Я вообще разлюбила слово «патриотизм», потому что его опошлили сильно, и мне кажется, никакого смыслового отношения к тому, как я ощущаю любовь к родине, оно не имеет. Это молчаливое чувство, это ежедневный труд. Ты должен делать то, что ты умеешь, не думать, что ты это делаешь для Родины. Просто делать то, что ты умеешь, и это тогда вот и есть, наверное, патриотизм. Не громко, тихо, в себя. Кажется ли вам, что сейчас пришло время отдать долги Армении? Я знаю, что ваша сестра Сона написала тоже книжку, и она написала ее на армянском языке. Да. Есть ли у вас ощущение какого-то такого долга, который пора бы вернуть своей стране? Я очень горжусь своей сестрой, потому что в то время, когда моя страна находилась в шизофреническом состоянии, когда люди не могли понять, что нужно вообще делать, как нужно дальше жить, а Сонечка села и написала книгу о стране, которая для армянского читателя там все ясно. Там можно увидеть революцию, которую мы пережили, как мы ее проиграли, как мы пытаемся снова подняться на ноги. В 2020 году герои книги Сонечки, она написала такой городской фэнтези, ее потрясающие герои, совершенно потрясающие. Они проигрывают одну войну, готовятся к другой и побеждают ее. Я очень горжусь ею, потому что она, будучи человеком, который очень сильно пострадал в первую нашу войну, у нее были дичайшие страхи, у нее были такие фантомные боли, с которыми она не могла справиться. Она до сих пор не может летать на самолетах, у нее были чудовищные фобии. Она сейчас, вот в этой ситуации, не после нашей победы, а после нашего поражения, сумела сгруппироваться и встать на ноги. А вы? А мне было очень тяжело года 2 писать. Но сейчас я потихонечку уже возвращаюсь к этому процессу, и я очень этому радуюсь. Потому что я задумала эту книгу давно, и я хотела написать книгу именно о женщинах.
именно о женских персонажах с очень непростой судьбой. Это было поколение, которое даже не догадывалось, что оно имеет право на любовь. Это были женщины фантастической красоты, но они даже не догадывались, насколько они красивы, потому что никто им об этом не говорил. Потому что было не принято красивой девочке говорить, что ты красивая. Не принято было разводиться, потому что люди скажут. И вот всякое такое. И мне хочется о них написать, потому что, кажется, очень важно об этих женщинах знать. Их тогда не любили. Или любили очень своеобразно, эта любовь не делала их счастливыми. И мне очень хочется, чтобы хотя бы, если кто-то об этих женщинах прочитал, что это была такая дань памяти им, что они были, что они нас сделали, что мы сейчас посвободнее именно потому, что они через какие-то проходили запреты и страдания. Именно потому мы сейчас можем позволить себе быть свободнее и открытее, любить или не любить, разводиться или не разводиться. Феминизм в этой части суши другой, чем в Европе? Да, конечно, другой, потому что там все-таки в Европе ты защищен законом. А здесь он несколько... Его не назовешь феминизмом, но это тоже какое-то становление. Если взять кавказскую женщину, она не настолько забита, насколько она жертва предрассудков. То есть даже там, где она может позволить себе свободу, она не решается ее себе позволить, потому что так не поступали мама с бабушкой. А что скажут соседи? А молва – это самое страшное вообще, что может быть здесь. Этого боятся больше всего. Чем женщины на самом деле отличаются от мужчин, по-вашему? Это очень чувственное существо. Это человек, который очень зависит от своего прошлого, который делает выводы исключительно на своем опыте, который все пропускает через себя, который очень часто несовершенен. И он очень болезненно воспринимает это несовершенство свое, отрицает свою красоту, свои хорошие качества. Он всегда недоволен собой. И я даже не знаю, это заложено в нас природой, или это наше воспитание, наше прошлое, жизнь наших бабушек, прабабушек. Мы же, в общем, знаем, как тяжело все было у них. Но в любом случае это птица Феникс, потому что если даже брать какие-то биологические процессы, мы каждый месяц умираем и возрождаемся заново, да? Это смысл жизни. Мне уж очень жаль, что именно сейчас, когда наша планета пришла к такому вот состоянию, очень мало женщин в руководящих позициях, да, в той же политике, потому что мне кажется, что их должно быть больше. А вы бы пошли в армянскую политику? Никогда. Это не мое просто. Но я знаю людей, которые очень хороши. У меня подруга потрясающая, она сейчас живет в Канаде, она баллотируется там, потому что это ее. Она невероятно умная, и это у нее получится. И я знаю таких людей, которые в Армении готовы идти в политику. И я за них очень болею. Женщин должно много быть там. Там тоже должен быть баланс. Про Манюню меня всегда спрашивают, все ли там правда. Я сначала рассказывала, что, допустим, персонажи на самом деле не. А потом люди так расстраивались, я говорю, да, все правда, правда. На самом деле баба была врачом. Баба была врачом, и ее сын, дядя Миша, тоже был врачом. Ба на самом деле звали Тамарой. Дядя Миша – это дядя Артур. То есть я списывала с нее вот эти персонажи, но на самом деле в книжке все изменила. И мне, когда я людям говорила, на самом деле ее звали Тамара, она была врачом, они расстраивались. Потому что они поверили. Подожди, а те, кто на самом деле? Да. Они вам предъявляли? Нет. Единственный человек, который мне предъявил, это... не предъявил, маме предъявил. Это физрук, потому что мы действительно в него стреляли. Он сидел у себя на балконе, и мы балбесы такие. И с нашего балкона стреляли в него. Пуля бы все равно не долетела. Эти были такие, вот, которыми ворон сбивают. Да? Но человек об этом не знал. Он прочитал книжку. И он предъявил маме. Мама сразу сказала, это все враги. Ничего такого не было. Вот это был единственный человек. Но на самом деле мы действительно в него стреляли.
ужасно, мы были ужасные дети, Катя. Если бы у меня были такие дети, я бы, наверное, повесилась. Моим родителям нужно поставить огромный памятник. Город Берд, город вашего детства, город, в котором родились самые первые истории про вас и вашу сестру все-таки. Мою сестру Каринку, да. Этот город вообще еще существует в реальности или он существует только в вашей голове? Нет, его давно уже не существует, он уже совсем другой. А люди, которые приезжают в Берд, они приезжают именно за тем Бердом, о котором они читают Манюни, но они не думают о том, что прошло 40 лет, что случилась война, что Берд сейчас уже такой полувоенный город, где очень Сколько много... от вас до границы? 5 километров до границы. И они приезжают за Манюни, а там совершенно другая жизнь. Этот город остался у меня в голове, и я периодически туда возвращаюсь, но по каким-то маленьким крупицам тут и там я нахожу какую-то где-то мозаика. Вот здесь вот, допустим, магазинчик, который еще не снесли, и я там покупала, когда была маленькая, жареные семечки. И я вот по этим маленьким крохотным этим картинкам собираю свое детство. Что вы чувствуете, понимая, что вы не можете защитить ни город своего детства, ни людей своего детства, ни людей своей нынешней жизни от войны и ее последствий? Раньше было страшнее и как-то безнадежнее, потому что было такое ощущение, что это касается только нас. Что убивают только нас, что несправедливость коснулась именно нас. И, наверное, может быть, если тогда бы сработали какие-то механизмы и встали бы какие-то барьеры, да, может быть, тогда зло можно было остановить. Но, к сожалению, оно разрастается, оно становится больше и больше, и мы сейчас наблюдаем, как оно перекинулось и на Европу практически, если учитывать русско-украинскую войну, и на Ближний Восток, если учитывать все, что произошло с Израилем, да, то есть вот эта зона бедствия, она увеличилась настолько, что ушло ощущение одиночества, но вернулось ощущение абсолютной приговоренности. Мне иногда кажется, что просто одна цивилизация просто наступает, другая уходит. Может, чудом нам удастся остаться в Армении, в Грузии, в Израиле. Может, если случится чудо, мы там выживем. Если нет, наверное, придется сниматься и уезжать. Невозможно выжить, если взять Армению. В общем, она практически окружена, скажем так, диктатурами. У тебя своя корявая какая-то маленькая демократия, но ты хочешь жить в другом обществе, ты хочешь других свобод. Тебе не нужно, чтобы тобой помыкали, да, чтобы тебя использовали как пушечное мясо. У тебя есть там национальное самосознание, хоть сколько. И сейчас такое время очень тяжелое, что я не знаю, как мы выживем. Я не очень оптимистично настроена, но я верю в чудо. Всякое может случиться. Но вы сейчас чувствуете себя внутри своей книжки? Наверное, да. Сейчас у меня другой страх, что мне когда-нибудь не захочется писать, и что я не смогу вовремя остановиться. Вот это тоже очень важно, вовремя остановиться. Когда надо останавливаться? Когда ты создаешь глупость, когда у тебя уже падает планка. Это очень тяжело принять. Это случается со всеми творческими людьми. Мы это знаем и по книгам, и по фильмам. Вот нужно вовремя остановиться. Вот этого очень хочется. Ваша невероятная итальянская любовь. Угу. Какие она принесла перемены в вашу жизнь? Вы начали готовить, вы начали читать по-итальянски, возможно, вы начали петь оперу дома, когда вы моете посуду. Так уж так делают все итальянские женщины. Я не итальянская женщина. Более того, я не была готова, что у меня муж настолько вовлечен и так любит и оперу, и классическую музыку. То есть для меня это стало большим испытанием. До встречи с моим мужем я себя считала интеллигентным человеком. После встречи я поняла, что я какая-то деревенщина,
Я, которая, допустим, 2 раза в месяц сходила на концерт классической музыки, и это считает, в принципе, достаточно для того, чтобы считать себя одухотворенным человеком. Оказалось, что нет. Оказалось, что можно 2 раза в неделю ходить. Оказалось, что можно там еще знать, где, в какой церкви органный концерт, и сходить еще туда. И для него это нормально. Это, наверное, вот то европейское образование, та среда, в которой они растут. У них, видимо, выбор был такой между хорошим и очень хорошим. А у нас между очень хорошим и всяким. И вот эта всякость, как балласт, я учусь отбрасывать. И это очень хороший процесс. Очень важно, когда твой спутник умный, когда у него есть чему поучиться, когда он достаточно великодушный, чтобы закрывать глаза на твои какие-то промахи, да, и очень тактично вести тебя по жизни. Я очень ценю в моем муже благодарность за то, чему он у меня учится. Вот он не перестает благодарить. Это очень важно. И я тоже научилась его благодарить за то, что он для меня открыл каких-то новых режиссеров, каких-то новых писателей, о которых я ничего не знала. Это очень такой хороший процесс, который меня именно в это время очень поддержал. А на каком языке вы говорите между собой? На английском. Притом, когда мы познакомились, у меня был очень плохой английский, и нам помогал Google переводчик. Боже мой! Да, и мы иногда шутим, что именно поэтому мы и сошлись. Он говорит, Нарина вышла замуж за меня именно потому, что у нее не было достаточного английского, чтобы она меня отшила. То есть это все прям по-настоящему любовь с первого взгляда? Да, наверное, была любовь с первого взгляда. Я просто от нее отворачивалась, потому что я считала, что мне там 50 лет. Мать, посмотри на себя в зеркало, какая любовь. Ты проиграла войну, ты уехала из Москвы, тебе не пишется, и вообще ты похудела настолько, ходячий скелет. Какая любовь, в конце концов? В твоем возрасте других женщин 50 лет назад называли старухами. Вот это все я прошла. А потом я на все это махнула рукой. Я сказала, ты свободная женщина, у тебя хороший сын, который тебя поддерживает, у тебя прекрасная семья, которая готова в любой момент подставить плечо, у тебя прекрасные друзья, которые говорят на вине, ты с ума сошла, вот у тебя шанс, живи. Сколько видов пасты вы знаете уже? Я очень часто путаю названия, и каждый раз за это мне прилетает. Но я уже научилась много чего готовить. Разную пасту у меня разные. Я даже песто роза сейчас умею готовить. Я купила камень. Я пеку пиццу в духовке. Я умею готовить каннелони, разные десерты. Я уже подбираюсь потихонечку к итальянскому хлебу. Я хочу сама печь чиабатту, потому что фокаччу я уже пеку, она у меня неплохо получается. Именно готовка, кстати, в том числе помогла, потому что я открывала для себя новые горизонты. У меня там маленький палисадничек, я там посадила растения. Они у меня никогда не росли, я даже кактус загубила. А сейчас у меня колосится суккулент. В общем, у меня какая-то такая размеренная, наконец-то, жизнь, которая мне очень помогла в этот момент продержаться. Вы счастливый человек? Да. Что такое счастье? Покой. Он у меня сейчас более-менее есть. Я научилась снова спать. Я научилась не бояться страхов, которые периодически накатывают. Это вот именно это состояние покоя, состояние нахождения на пике горы, когда ты и больше никого. Слышно ветер, одиночество, там где-то внизу жизнь, а ты тут один. Разговариваешь с собой как с Богом. Вот это вот ощущение счастья. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Родина. Очень тяжелый процесс становления, но она продержится, потому что мы не зря там несколько тысячелетий протирались через чертополох. Мы не имеем права позволить себе сейчас сдаться. Мы выстоим.